Всем привет! Сегодня мы будем строить такой немного необычный дом, который весь такой из стекла, из окон, у которого, по сути, нет стен. И, в принципе, я не предполагала его строить. Я хотела обустроить какую-нибудь уютную квартирку, но я так и не придумала, для кого мне строить эту квартирку, потому что я все равно люблю такие тематические больше делать постройки. Но вот эта, она не тематическая, она вдохновлена картинкой из Пинтереста. Я увидела, знаете, такой рабочий кабинет, и напротив была стена из окон, то есть такие большие-большие окна, и была стеклянная крыша. Я так подумала, ой, как я хочу это сделать, я хочу что-то такое абсолютно воздушное, абсолютно с окнами. Я так люблю еще вот эти окна из набора Москина, которые там есть приоткрытые, и они вот эти с решеточкой. В общем, я их обожаю, думаю, вот, это то, что нужно. Взялась быстренько за стройку, я решила, что как раз-таки будет такой куб, прям вообще стеклянный, то есть не будет никаких стен, но почему-то я решила, что посередине будет идти труба, типа для, как их называют, для каминов, вот, что это будет каминная труба, и будет второй этаж, вот этот самый с кабинетом. Но, кстати, потом я эту трубу превратила в ванную с туалетом, потому что я их забыла, просто, как обычно, взяла и забыла о том, что вообще в этой квартире нужна туалет и ванная, и в итоге каминная труба превратилась в чисто декоративную с комнаткой внутри. Ну, вот как-то так. В общем, пока я строила и обустраивала этот дом, мне, конечно, пришлось немножко постараться. Хотя я люблю вот такие задачи, когда ты не понимаешь, как вообще здесь все размещать, потому что здесь нету стен, здесь нельзя ничего ни к чему прислонить, так сказать, ну, в классическом смысле, то есть здесь все такое, какое-то такое проходное, можно так сказать, все на виду, все как-то вот нужно, в общем, как-то изгаляться, и с кухней, мне кажется, получилось очень даже симпатично, что я сделала так, ну, все-таки немножко я прислонила, но тут получилось и место готовочное, и место, типа, барные стульчики, где можно посидеть на кухне, но я все-таки сделала такой полноценный стол для большого количества людей, для удобства все-таки я это и сделала. Плюс, конечно, меня очень спасли растения из эко-жизни. Я очень люблю вот эти стены и с листьями. Они спасают в любой ситуации, вот честно. Там, где нужно разделить пространство, там, где нужно что-то от чего-то отгородить, еще что-то. Они вот такие ненавязчивые, то есть не такие прям ширмы, не стены, не окна, а вот что-то такое среднее, воздушное, легкое, то, что позволяет как бы, ну, условно разделить, но не перегрузить. В общем, я их очень сильно люблю. Я бы, честно, хотела такую вживую иметь штуку, но я реально понимаю, что только искусственные растения могут быть такими, потому что если это живое растение, то нужно как бы понимать, что его как-то нужно поливать, оно еще должно расти, а у меня обязательно это все засохнет, потому что у меня даже елка и кактус все засыхает, я не знаю почему, потому что я их вроде как поливаю. Я каждый раз, когда завожу растения, я каждый раз читаю все тщательно, все инструкции, все делаю, мне напоминание в телефоне стоит, я все очень, ну, правильно делаю, в общем, но почему-то они у меня умирают, видимо, у меня такая энергетика. Но домашние животные у меня живут, все нормально. С домашними животными на них эта карма не распространяется. Так вот, я думаю, такая бы стена у меня, конечно, не прижилась бы, но мечтать не вредно. И я сделала в этой квартире такой уголок типа для отдыха, ну, с телевизором, с приставкой, с тоже как-то, ну, магнитофон, наверное, так называется. В общем, вот эти колоночки тоже из Москина набора, они такие стильные, классные, очень они мне нравятся. Вообще, конечно, набор Москина, он такой, ну, для меня был немножко неожиданный, и я тогда не особо следила, потом такая, о, какие прикольные вещи, а потом, когда я узнала о том, что это, ну, бренд Москина сделал, я подумала, о, да, прикольно. Они немножко отличаются от общей симовской такой, как бы, стилистики, но придают какой-то такой шарм всему строению. Хотя вот последние дополнения, они уже
поинтереснее по поводу мебели. Но я уже об этом говорила, что мебель стала такая интересная, разноплановая, с дополнениями, то есть она такая уже многослойная, то есть там есть какие-то вставочки, есть какие-то полочки, они уже чем-то заполнены. Это все, конечно, добавляет очарование всей этой мебели, но Москино все-таки остается одной из самых стильных мебелей. В общем-то, что-то как-то так. На втором этаже у меня расположилась спальня с личным кабинетом. Я проставляла много-много вазонов с цветами. И я, в принципе, все цветы брала вот в этих белых таких вазонах, геометрических вазонах. Мне показалось это более так подходящее для этой квартиры, то есть она вся такая светлая, вся такая открытая, вся такая воздушная, что-то в этом, в общем, есть такое, не знаю, что-то в ней такое неземное есть. И в принципе, все такое в светлых тонах, с бежевым, то есть с деревом таким светлым, с зеленым, в виде растений в основном. В общем, так достаточно легко и просто получилось. Потом я долго-долго думала, что же мне делать с улицей, потому что, он такой отдельно стоящий домик. В общем, я никак не понимала, что с этим делать. Но потом я вспомнила, что я где-то когда-то читала, мне кажется, в Инстаграме, о том, что какая-то семья в какой-то стране, в общем, сделала так, что она поместила свой жилой дом внутри теплицы. То есть они создали огромную теплицу вокруг своего дома, где был такой практически установлен тропический климат за счет теплицы, за счет внешнего воздействия, то есть накапливания тепла. И, в общем, это позволило им вообще не отапливать их дом. То есть они, по сути, живут всегда в лете. То есть их дом находится всегда в такой летней-весенней обстановке. Да, там в зиму у них понижается температура, но не критично. И это позволяет им даже не топить в их доме. Там они собирают воду. В общем, это все такое какое-то... Что-то было очень странное. То есть они создали свой микромир, где всегда лето, где всегда тепло, за счет вот этой огромной теплицы, которую они построили вокруг дома. И я подумала, что вот, да, этот дом как раз, мне кажется, идеален для такого мероприятие, чтобы построить вокруг него теплицу. И я, собственно говоря, это и сделала. Единственное, что, конечно, темновато там получилось. Можно было бы кучу света наставить, но не особо. В общем, какие-то деревья потемнели, сам дом немножко потемнел, но в целом идея, конечно, удалась. Единственное, что я конечно, немного схалтурила в том плане, что я взяла готовый набор кустов, которые я там распределила. Мне неохота было наставлять, а так они, в принципе, нормально смотрятся. Единственное, что по цвету немного отличаются, то есть там более холодный зеленый, но впереди я украсила уже вручную, так сказать, и получилось достаточно симпатично. Там я немножко, схалтурила. Не особо люблю я все эти расставлять цветочки, кустики и так далее, но и так, в принципе, нормально смотрится. Немного света я расставила, но не так уж сильно. В общем, не знаю, получилось, мне кажется, как-то очень необычно, очень экологично, очень непонятно, но последние мои постройки, они почему-то сопровождают меня, эти всякие теплицы, какие-то оранжереи, как-то они мне понравились, и они меня преследуют в хорошем смысле слова. Все, мои хорошие, на этом все. Приятного просмотра, до следующих построек. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока-пока.